Господа, сейчас хочу показать вам, как выглядит расположение урожая на такой опоре, которая называется пергола, арка, Y-образная шпалера. Не знаю, кто как хочет назвать. Но грозди вот таким образом у нас свисают. И я уже неоднократно повторял преимущество вот такого вида опоры. Естественно, в комментариях очень много было написано разных нелестных фраз, нелестных мыслей. Да как это? Вы можете предлагать штамбы. Какие штамбы? Ребята, никогда просто не показывал ниже вот этих штамбов, как выглядят рукава, которые были изначально спланированы для укрытия на зиму. И нетрудно догадаться, что после того, как опадут у нас осенью листья, эти рукава подготавливаем к урожаю будущего года, обрезаем как положено, кто как хочет, кто на рожки, кто на плодовые звенья, с оставлением сучка замещения и плодовой стрелки. А потом отвязывает это все от этих проволок, на которых были прикреплены наши рукава, и укладывает на землю. Ну так вот, как выглядит основание рукавов, которые были изначально спланированы для укрытия на зиму. Теперь спускаемся взглядом вниз и смотрим. У нас абсолютно сместилась зона плодоношения всего куста в сторону. Вот там у нас был этот посажен саженец. Изначально были сформированы вот такие вот пологие рукава. В травянистом зеленом состоянии они были подвязаны в сторону и периодически контролировались. Естественно, их основания были приучены к тому, чтобы ложиться в итоге на землю. И вот для северных регионов, которые говорят, как вы можете предлагать вот такие вот вертикальные штамбы. Ну, естественно, вот было раньше показано только вот эта часть нашего куста. Ну, сейчас я покажу, если у кого не хватает домыслить всю эту картинку и дорисовать ее в голове. Показываю, как выглядит вот этот вот куст, который можно спокойно укрывать. Достаточно только его отвязать, и он сам будет проситься для укрытия на зиму. Ну, а если у нас целый ряд будет смещен вот с этим вот смещенной зоной плодоношения и вообще размещения всего куста в сторону, то почему бы нам не укрыть целый ряд? Зато, ребята, какое преимущество получает виноград, находясь и располагаясь вот на таком вот виде опоры. У него листовая масса увеличивается в несколько раз за счет пасынковых листьев. И, естественно, прием солнечного света и превращение солнечной радиации в питательные вещества однозначно будет намного эффективнее. Но, следовательно, и находясь под этим листовым пологом, урожай будет созревать и вовремя, и будет иметь ряд преимуществ, потому что он будет под контролем. То есть мы сейчас можем предположить, что вот эта вот шпалера, которую применяют в Калифорнии и вообще во многих странах мира, мы можем ее просто приспособить для того, чтобы применять виноградарство в самых отдаленных северных районах, там, где люди используют вот такую вот плоскостную опору для ведения винограда. Но опять же, листья, которые на плоскости, только на 50% получают солнечный свет. Сначала с одной стороны солнце светит, потом с другой стороны солнце светит, потом многие листья затеняют друг друга. И каким образом вот эти листья, которые находятся в тени, будут получать солнечный свет? Или, допустим, в то время суток, когда солнце не падает на этот лист. Естественно, он находится как зонтик, как балласт, просто не работает. А вот при таком расположении листьев, с самого раннего утра до самого позднего вечера у нас происходит процесс фотосинтеза. Все, что необходимо для того, чтобы виноград наш развивался и всеми питательными веществами снабжал наши грозди. Так что, ребята, кто хочет, выбирает то, что ему нравится. Кто вертикально располагает и высотой 3 метра. Я видел людей, которые в сентябре, в середине сентября в Днепропетровской области жаловались, что у них лора не созревает. На 15 сентября она вся зеленая. Я посмотрел, как выглядят их опоры. Ребята, 3,50 высота шпалеры. Спрашивается, для чего? Когда еще давным-давно известно, что высота шпалеры должна быть на 1/3 ниже, чем ширина междурядий. Для того, чтобы солнце попадало к основанию куста и тем самым освещало абсолютно все плоскости. Но это на промышленных виноградниках применяют такую технологию. Мы же у себя можем получить вот такой вид опоры и в то же самое время создать вот такие вот удобопригибаемые рукава. Никаких нет препятствий в том, чтобы это все сделать.
Достаточно только понимать природу виноградного растения и не упускать самое начало формирования кустов. Потому что побеги по закону полярности растут вертикально. И если человек не применит никакие усилия для того, чтобы их изначально приучить к тому, чтобы все наши рукава могли ложиться и быть укрытыми на зиму. Если они будут расти как тополь вертикально по своей природе, то потом ни о каком укрытии речи вести уже нельзя. Вот отсюда все вот эти вот и разговоры, что вот такие вот вертикальные штамбы применяются на юге Украины. И о каком может быть укрытии разговор, что вы предлагаете людям выращивать виноград на таких штамбах. Оно все померзнет, даже у нас морозостойкие сорта, как Кеша-1, как один писал, на севере Харьковской области. Кеша-1 у нас был положен на землю, и будучи неукрытым, при морозе 15-17 градусов зимой, весь пропал. Но то, что вы его не укрыли, это проблема, конечно же, не винограда, а ваша. Ну, если бы вы его укрыли, может быть, он и был защищен от морозов. Это первое. Второе, возможно, он был перегружен. Потому что виноград перегруженный не зимует нормально. Почему? Потому что он не накапливает достаточно углеводов. Все силы уходят в развитие урожая. И для того, чтобы виноград нормально созрел, он должен быть оптимально нагружен. А когда он хорошо созреет, созреет не только урожай, а созреет его лоза. И будет хрустеть, будет накопленное количество углеводов достаточно для того, чтобы глазки и сама лоза перезимовали нормально. То тогда у нас виноград весной просыпается, и мы видим нормальную перезимовку. А если виноград был перегружен, у меня были случаи, когда даже лидия, которая выдерживает до 30 градусов мороза, просто пропала до самой поверхности почвы. Потому что я подумал, что, ну, что там ее нормировать, лидия как лидия. А вот она в перегруженном состоянии, 4-летний куст, выдал урожай на гора, а потом весной не проснулась ни одна почка, будучи неукрытым. И зимы практически не было морозов. Вот вам и ответ. Что такое перегруз для виноградного растения? И как он влияет на перезимовку куста в целом?